Всем привет. Мы продолжаем проходить Bloodborne. Находимся мы в локации Таинственный лес. По-моему, она так называется. Сейчас мы сбегаем в какую-то секретную локацию. Она, наверное, настолько секретная, то что о ней даже сам Хидетака Миядзаки не знает. Вот. А потом мы побежим, собственно, на тени Ернама. Тройной босс у нас будет. Давай, поехали. Сначала сбегаем на ту самую локацию. Я думаю, что она не очень прям секретная, потому что этот проход просто не приметен. Но, так или иначе, ничего сложного туда попасть не стоит. Не надо там какие-нибудь жесты применять или еще что-то. Просто достаточно в один определенный момент повернуть, и все найдется. Так, отсюда мы бежим по левую сторону. Добегаем до клеток. Клетки уже открыты. Давай, собака, иди сюда. Оп-оп. По-моему, 3 собаки будет. Вторая. Это так, на закусон. Ну, вот этот проход. Ту самую локацию. Сейчас посмотрим, что там. Какие-то грибы, что ли. Ладно, пошли дальше. Так, наверное, падать тут не особо, да? Как-то прям все вниз и вниз они ведут. И явно не сюда. Ага, вот что-то нашлось. А зачем из выхода напрямую? Или ты про вот этот выход имеешь в виду? Угу. Тут их парочка. Подожди. Давай-ка осмотримся для начала, прежде чем нападать. Бешеная кровь пойдет. О! Все понятно, меня тут травят. Есть у меня одна руна, но, блин, до туда и обратно придется возвращаться, чтобы руну эту поставить. Она там что-то замедляет отравление. Я понял. Бля, тут жесть вообще. Ладно, хоть за самосветом сбегал. Змей мы тоже пропускаем. Ладно, в принципе, второй раз меня уже явно не отравят, так что пойдем вот с этими товарищами воевать аккуратно. Да что ж такое-то? Плохо дело. Да отвали ты. Замудился. Ну ничего, сейчас еще раз бегаем. Ну, тут, я так полагаю, ни босса, ничего не будет, просто какой-то лут валяется. В принципе, туда можно просто забежать, все пособирать быстренько и свалить оттуда. Ну так, чтобы не деформироваться особо. Вообще желательно, конечно, там получше оглядеться. Ай-яй. Да ё-моё. Да отвали ты. Блять, он не дает пройти, сука. А из какого выхода? Проход нужный по прямой из выхода. Я не совсем понимаю, о чем-то.
В этой пещере, где здоровые чуваки, туда, там какой-то выход надо искать. Или его где-то отсюда надо искать. Кстати, я здесь срезку открыл. Быстрее будет до босса бежать. Просто по прямой через болото. Но для начала там надо все забрать. Душу я уже просрал, так что... Блять, вот сраные мудаки. Один кидает маслом, 3 костра, блядь, и куча народа. Прям кордон целый. В принципе, можно их еще немножко по-другому отбегать. Ладно, сначала туда доберемся. Сейчас я все там осмотрю вообще, что можно там взять. Предметов там вроде много. О, собака. Собака почему-то в клетке сидела. Так, отсюда, по прямой. Чешем. Ну, первая блестяшка вон там у нас находится, вон туда и погнали. Чтобы змей этих не провоцировать особо. Там отсвет. Вот тут еще какая-то хрень. Я думаю, много смысла нету. Тихо. 5 змей. Бля, тут их очень много. Смысла тут нет со всеми драться. Вот он проход. Так, проход проходом, но я там еще не все собрал. Ага. Тут получается на ебашечке вот этих всех мобов. Но тем не менее. Тихо. Спокойно. Тут что-то светится, но я не знаю. По-моему, тут нельзя взять. Да, вроде и все, короче. Тихо. Блять, только остановился. Мужик, ты как? Понятно. Топим, топим, топим отсюда нахрен. Главное следить за здоровьем. Потому что у меня его забирали. Отравление закончилось. Слушай, я в каком-то, получается, замке вообще окажусь. Знакомый антураж. Что-то мне сдается, это на срезку все похоже. Не знаю, сейчас посмотрим. Угу. Эта дверь явно, да, не активна, потому что на активных дверях колокольчики горят. Подожди, так это самое начало. Ну точно. Все понятно. Давай еще отсюда куда-нибудь пробежим. Походу ниже черепашки живут. Сзади у стены проход. Ты про этот, что ли? Ну все, я больше тут никаких ходов больше не вижу. Да, посмотрим, что внизу. Но, по-моему, это еще одна срезка будет.
Так или иначе, тут все локации между собой связаны. А ты кто такой? Ну давай так. Опять знание безумца. Я тут недавно штук 30, наверное, просто в сундук оставил. В сундуке оставил. Хрена они тоже. Очень много их дают. Так. Колокольчик висит, чтобы... точнее, фонарик висит, чтобы просто с лестницы подсветить. Это же никакой тут NPC не сидит, правильно? Дальше пошли. Что-то к какой стене не подойдешь, такое ощущение, что ты уже тут был. Потому что они плюс-минус все одинаковые. Угу. Там вон проход, все, я вижу. А здесь больше нигде подняться нельзя. Да, вроде лестниц никаких. Ладно, поперли туда. Лечебница Йозефки. Она ж, по-моему, по кругу. Хотя нет, не очень. Блять, туда и сюда. Хер его знает. Ладно, давай прямо просто пробежу. А, так здесь будет срезка. Мы сейчас окажемся там, где я очнулся с начала игры. Но не факт. Тут что, темно довольно-таки. Так, теперь отсюда давай сбегаем. Вот здесь проход. Здесь получается, да, я открываю и как раз... А нет, слушай, нихера. А, ароматы луны. Как ты сюда пробрался? Какая жалость, а я так на тебя надеялась. Никаких оправданий не будет. Не оставишь ли нас в покое? Не надо ничего менять. Ты спасаешь, а я лечу. Но если ты отказываешься уходить... Ну что ж, я всегда хотел испытать свои силы на охотнике. Ее сейчас бить не надо. А она меня бить-то сама не будет? Она меня сама мочит. Так а что, может мне ее отпиздюлить и все? Она прям за мной идет. В смысле ее бить не надо? Если бы не поднялся, не пошла бы. То есть ее надо обязательно было спровоцировать, а потом дальше как-то идти. Странно это все. Угарные чуваки. Пузырек Йозефки. Что он дает? Бодрит чувство, восстанавливает большое количество. Понятно. Повестка Кейнхерст. Это, я так понимаю, что-то вроде приглашения, да? Старая кровавленная повестка с приглашением почетного гостя в покинутый замок Кейнхерст. Довольно странно, что она адресована вам. Не сомневайтесь, дилижанс отходит от перекрестка Хэмвик. Ну, туда мы потом, короче, сходим. В этот
Кейнхёрст. Это, видимо, тебя перемещает на другую локацию. А здесь я спускаюсь и оказываюсь в том месте, где я очухался. Да-да-да, все так. Ну, это потом уже. Кейнхёрст, я так полагаю, что надо после паука, получается, бежать, точнее, или как там, после тени Ернама. Такая что, эту бабу-то надо сейчас мочить или вообще потом? Я думаю, что сейчас вообще как бы не заставит труда ее завалить. Какая-то пуповина, но у меня пуповины нету. Как бы и просирать нечего. После Ромов, да, в Кейнхёрст надо? Я понял, а вот эту бабу-то сейчас нельзя замочить? Просто чтобы туда-сюда не бегать? Короче, после Рома надо и в Кейнхёрст, и сюда, да, валить. Надо Хидетака нахрена. Она придумывает всякого говна, потом бегать туда-сюда по карте. Чё тогда вообще отсюда можно выходить? Полетел я, короче, к костру. Полетел обратно в лес, портанусь. Так, ну и из леса получается все надо топить к этим ведьмам. Тень, не ведьмы, тени. Тени Ернама. Давай быстрее грузись. Кстати, пока сегодня этих ведьм искал, несколько левелов себе налупил. Кейнхёрст не зависит от сюжета, у него и сейчас можно. Да ладно, потом уже. Давай для начала очевидные вещи надо сделать, которые вот я ведьм нашел. Давай их потравим сейчас. Потом можно и в Кейнхёрст ломануть, раз он не сюжетный. Херово, что возле этих теней Ернама нету этого фонаря нету. Долго херачить до них. Змей тут вообще просто труба, очень много. Особенно вот большие змеи, блин, очень сильно тебя могут напорточить. Так. Кстати, а что это вот это за проход такой? А, я, по-моему, отсюда как раз, да, я отсюда сюда и попал. Я тут, по-моему, весь лес уже бегал, все собрал, как бы. Ничего такого нового. Полезного я тоже не нашел. Ну, зато отголосков много нахерачил. Погнали. Неплохо, когда двух сразу получается задевать. Это, наверное, единичный случай. Ай-яй-яй, я подох. Здорово, Арисака.
одежду палача. Это ряса какая-то желтая, что ли? Какая-то тут валялась, я собрал. Ну, такое себе. Как-то надо их побыстрее выносить, что ли. Ну, вот ряса кладбищенского сторожа, я вот это собрал. Палача не находил. Я думаю, может пушку чем намазать. Хотя, по идее, надо бы сначала так потратить, посмотреть, привыкнуть хотя бы к этому боссу. Потом, если что. По-моему, на этом боссе пушки мажут молниями. Не огнем. Возможно, даже у этого босса еще и резисты к огню вообще есть. Ладно, надо сначала определиться, как его лупить. То я что-то с разбегу на него налетел. Ну вот раз хоть побыстрее до нее добежал. Так полагаю, еще. По-моему, можно, кстати, его как его парировать. Я видел, что парирует. Угу. Че, душ моих нет? Ну и ладно. Ай-яй-яй, и тут же пиздюля. Бля, вот не знаю, может быть от этого удобнее выносить сначала. В принципе, этих ребят главное хорошенько доджить и все. Тихо. Чуть-чуть ему какую-то оплеуху саданул и скрылся. Ай-яй-яй. Теряться я не успеваю, блядь. Ну, я примерно понимаю, откуда у Elden Ring ноги растут, кстати. Насчет несколько боссов. Тихо, 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 тихо. Блядь, быстрее. Твою мать. Нахилился же в этот момент. Сложность этого босса в том, что их трое. Чем лучше ты контролишь ситуацию, тем они проще будут. Тут надо просто сразу же троих одновременно как-то в фокусе держать. Чтобы они не разбредались по разным углам. А то они все троем начинают тебя с разных этих концов мочить арены. И желательно выносить по очереди. И если ты вот начал одного лупить, то одного и бей. Херово, что до них бегать долго, блядь. Каждый трай немножко затягивается из-за этого.
Ладно. Пока все равно похуй ничем мазать не буду, чтобы не тратить ресурсы. Надо попривыкнуть к этим чувакам все равно. Вот когда уже там хотя бы один будет оставаться, тогда уже можно будет пробовать. Кстати, мне повезло. Только что. Оп, оп, оп. Так, не больше 2 ударов они мне позволяют сделать. Да вали ты в жопу. Кто первый? Ну давай так. О! Тихо, 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 да, блять. Все, теряем. Главное не жадничать. Все, я убегаю. Плакуха. Сейчас один отъедет. Бля, они что-то... Типа второй фазы, что ли? Так, один отъехал, хорошо. Здорово, Андрей. У меня тут просто чуть-чуть... О! Понятно, короче, что они тут вытворяют во второй фазе, типа. Это прям второй фазы не назовешь. Но они дикуют уже. Блять. Да ёпта. Пиздец, у них рейндж длинный. Ебать, этого босса контролить надо вообще. Короче, с огнем вообще надо было последнего выносить. Походу он не такой лютый, когда после, ну там они когда мутируют там туда-сюда, а то эти ребята с мечами заебут. От них вообще будет не удрать. Сначала те, кто с мечами, их надо выносить. Печалька. Ну вот, хоть первый сложный босс попался. Бля, вот если бы не бегать действительно к нему еще 508 тысяч лет. Либо где-нибудь здесь хотя бы костер один бахнуть. То пиздец, один костер на всю локацию. Так, ладно.
Блять. Почему-то иногда лечение просто не срабатывает. Видимо, слишком дохуя задачи персонажу даю, чтобы и прыгал он одновременно, еще отхиливался. Вчера смотрел, как эти тени Ернама по спидрану вообще проходят. Они их как-то в кучке держат, чтобы вот они друг с другом не разбредались. И одновременно их как-то мочат и мочат. А последнее я вспомнил, да, убивает тот, кто огнем швыряется. У меня они как-то все разбегаются по разным углам, начинают лупить меня. Ну давай, быстрее, блядь. Пиздец, как долго с этого босса бежать, реально. Это, наверное, у меня с Elden Ring еще привычка такая. То, что привык возле босса всегда огонь. Ну, костер. Далеко бежать не надо. Да ёб твою мать. С всех сторон просто. По-моему, у меня первые два раза куда лучше выходило. Тогда трех чудовищ я тоже одну собрал, такую штуку. Не знаю, зачем она нужна. А почему мне нельзя намазать огненной бумагой? Она почему-то не горит. Я понял, почему. Потому что этот, как у меня уже пушка с этим. Уже с бафами огня. Я понял. Может попробовать их, в них молоты покидать. Сейчас посмотрим, сколько у них от молотова будет улетать здоровье. Либо, как вариант, пробовать прям парировать их. Но они, блядь, пиздец, какие быстрые.
такое вообще? Молотов не особо. А где третий? Третьего не вижу. Вот он. Вот так немножко снесем. Тихо, 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 тихо. Ай-яй. Да, блять, на комбо нахер вообще нельзя нарываться. Быстрее лечись. Твою мать, как он это долго делает. Все, дальше контролим. Situation. А ёб твою мать. Он то не прыгает, то, блядь, не лечится. Сложно. Один раз. Подожди. Блядь, ну что ты делаешь? Нахер мне эти пули? Молния и пушка тоже не мажется из-за рун. Да, я не могу намазать. Так что это пока бесполезное тоже. В общем, ручками проходим без всяких бафов. Единственное, если только еще потом руну снимать эту, которая... Да даже две, наверное, по-моему, у меня на огонь там стоит. Снимать обе руны, чтобы мазать пушку молнии. Тогда, может быть, я чуть-чуть побольше буду у них снимать, но... Особо это делу не поможет. Надо кувыркаться, контролить их и лупить потихонечку. Не жадничая особо. Так, я потерялся. Я бы одного вынести, уже с двумя попроще будет. Можешь попробовать спарировать хотя бы одного. Попробуем как-нибудь. Все, валим.
Блять, неудачно я встал. Все, надо валить. Надо валить. Окружают они. Блять, он мутирует. Сука. Они все, короче, мутируют. Это, я так понимаю, общий урон. Смотря какой им нанесешь, блядь. В общем, замес пошел. Бля, вот ну того надо, дальнего. -1. Быстрее лечись. Вот тот мне нужен. Мне кажется, ребот немножко затупил. Что-то какая-то дичь происходит с боссом. По-моему, он немножко ёбу дал. Тихо, не отпускаем его. Он прыгает вокруг меня. Я делаю одни и те же движения. И он делает примерно те же самые движения. Короче, блядь. Он может быть немножко ёбнутым. Здорово, банан. Похищение крови. 20 тысяч за них дали. Ну ничего, короче, босса мы осилили с какого? С 5-6 раза. Короче, босс становится предсказуемым. Главное поймать его на вот этой херне. Ты ставишь на него цель. Он в одну сторону, и ты начинаешь чик-чик-чик перемещаться, короче, и все. И он начинает глючить. Не знаю, может быть, конечно, это не совсем глюк. Сколько у меня отголосков? Тихо, не то. Ну, это мало. Мне на левел не хватит. Ладно, полетели дальше. Что это за новая локация? Название-то будет? Я понял. Это место названия, да, мне прилетело? Блять. Кстати, вроде как в лоре Bloodborne, чем больше у чудища глаз, тем она считается круче. Давненько не общались. Да, да. Опять знание безумца. Бюргенверт. Так, а в Бюргенверте у нас как раз, по-моему, паук Ром, да? Сейчас я гляну. Угу. Ну, давай мы на паука тогда и идем. Упс. На паука тогда чешем, короче говоря. И потом после паука можно в Кейнхёрст ломануть. Посмотреть, чем там кормят. Пиздец, мутирующие мухи. Ладно, давай так зайдем. Да ёпта. Он мне мозг грызет. Пошел нахер от меня. Да, блядь, второй сел. Твою мать. Да, ёп. Безумие наложили, заебись. Все, до свидули. 21 тысяча как с куста. Хорошо, что я фонарик запалил. Я же вроде зажигал.
Тут надо уже пошибче пушку. Я смотрю, что моя уже не совсем катит. Плюс 6. Тут такое себе. Желательно уже где-то плюс 7, плюс 8. Где бы столько осколков надыбать. Точнее, кусков. Блять, вот откуда он тут взялся? Который напал на меня. Понятно, короче говоря, где-то 3 удара ты делаешь, потом нужно 3 или 4 удара делаешь, потом ты отпрыгиваешь назад, иначе он на тебя напрыгивает и грызет тебе башку. Я понял. Так их тут всего 2, а где-то третий взялся, я не пойму. Он отсюда, что ли, прибежал? Ладно. Блять, вот он опять. Вот что за замес? Я нихуя не вижу. Пошли вы в очко. Тихо, прыгаем. Ну, против них вроде как огонь даже катит. Что вот у меня какие-то бафы на пухе висят. Так, и все, да? Тут больше делать нечего. Я понял. Я думал, что... А, ну вот, подожди. Нет, не то. Вообще, я думал, что Бергенверт это у нас большой какой-то замок. Ну вот он вроде и есть большой. Тихо. Ага. Давай его сзади пропердолим. Тихо. Он уже меня, да, спалил? Да, пошли воевать, короче. Ну, те, которые безумие накладывают, это практически сразу же ваншот. Будем иметь в виду. Кстати, у меня уже на левел, по-моему, хватает прокачки. Давай попробуем на 2 собрать. Дверь закрыта же, естественно, да? Понятно. Получается, я уже 2 срезки нашел. Слушай, а паук Ром разве не тут тусуется? Тут же надо где-то что-то прыгнуть на него. Какой-то перилины, по-моему. И он что-то где-то вот на воде. Думаю, это как-то будет более очевидная штука. Блять. Не очень, когда они вдвоем. Ай, блядь. Пизда. Может быть, руны какие-то надо пялить. Тихо. Там какая-то вообще хреновина еще у меня швыряется ракетами какими-то. Все, валим. А где второй? Они сразу сдохли, что ли? Комплексно ебанул. Ладно. Надо подождать, пока безумие это спадет. Потому что эта хрень может тоже на меня безумие накладывать. А что если обойти эту хреновину? Она сама уходит. Или нет? Или да? Понятно, она меня видит. Давай, прыгаем. Эх, большая шляпа. На манду похоже. Тихо. Оп. Я ничего не понимаю, что не вижу ничего.
Главное сбоку как-то от нее держаться. Спокойно. Тихо, 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 тихо. Оп. Да почти все уже. По-любому такие штуки будут еще где-то. Готово. 1500 за нее дали. Ну такое. И эта штука у нас сохраняла мудрость великих. Что она дает? Используйте, чтобы получить большое озарение. Ну, блин, этого озарения просто мне напихивают полные карманы постоянно. Нужно оно 10 000 лет. Хотя, наверное, если ты онлайн постоянно рубишься, то да, естественно, нужно. Кстати, у меня уже и хилы закончились. Но есть срезочка. Подожди. Сначала срезочку откроем. Я думаю, может быть, чтобы бабки не просрать, по-любому сейчас вот там проходит. Такая будет жесть. Блядь. Ну, чуть-чуть совсем. Чуть не добил. Сдохни уже. Так знал, что тут что-то валяется. Успокоительное. Что мы будем ему успокаивать? Успокоительное лекарство, успокаивающее нервы. Чего? А. Это, видимо, какое-то, чтобы безумие вот это снимать. Так. Мы сюда пока не пойдем. Тут будет какой-нибудь по-любому трешак. Давай сбегаем назад. Качнем в левел. И заодно восстановлю я себе хилки. А потом только пробежать вперед, да и все. Какая-то маленькая срезочка получилась. Так, после Бюргенверта у нас получается Яргул. А нет, Кошмар Менсиса, по-моему. Хер знает, ладно. А чё, у меня хилов уже нету, что ли? Блять, придется идти фармить. А можно их купить. Да, после Рома я смотрю этот, как его, прям очень много чего можно сделать. После Рома можно и клинки получить. После Рома можно и в Кейнхёрст сходить. Блять, что-то еще третье можно сделать. Я уже забыл. Не помню, что-то еще третье можно было. По крайней мере, планировалось. Ну, тут сейчас по-быстренькому двух оборотней захерачить, да и все, можно обратно идти. Здрасте. По идее, в этом Бюргенверте должно быть уже побольше именно кусков кровавика, чтобы дальше эту пушку качать.
Потому что я вот прям вижу по левелу она уже слабовата. Очень много по врагам надо лупить. Не как, допустим, в первых локациях подбежал там 2-3 удара, все, покойник. Надо прям мудохать и мудохать их. Так, нам сюда. Граница кошмара, ну, блин, да, тут несколько локаций вообще открытых там не пройдено. Там 2 или 3, что ли, локации. Который самый последний, получается, такой разломанный этот. Разломанное надгробие. Ну, чё, не все сразу. Где муха? О, она ходит. Это срезка, я так полагаю. Давай-ка сундучок возьмем. Жемчужный слизень. Какую-то херню дают постоянно, я, как правило, я не знаю, блин, просто бесполезно. Понятно. Материал для чаши. О! Здрасте, Настя. Ебать, жира у нее. Тихо. Главное в угол не загоняться. Блять, а тетя-то злая вообще. Что за морозы? Мне кажется, или у нее, блядь, что-то ничего не отбавляется вообще. Да, с горем пополам я у нее снес как-то половинку. У нее тоже лейка это. Только у меня с огнем, а у нее, видимо, с морозом. Покуха. Ладно, тетя злая, но в принципе предсказуемая. Главное не бздеть. Сейчас все будет. Блять, ну жира, конечно, у нее просто до одури. Зачем-то 2 раза похилился. Эх, не дотягиваюсь. Надеюсь, ее не надо будет каждый раз мочить. Это типа одноразовая. Уж больно она сильная. Пошла нахуй. Тихо, 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 тихо. Да. После таких мобов можно еще идти фармить, блядь, лечилки. Сейчас я ее запинаю нахуй. Ну, блядь. О, как мне влетело-то. Тихо, 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 тихо. Блять. У нее здоровье-то понты, блядь, пару раз нормально треснуть. Что такое у нее? Сучка еще ультует. Твою мать. Ты задолбала. Пиздай. Блять, я уже расслабился. Думал, она сейчас сдохнет. Спокойствие, иди-ка сюда. Вот мухи тут, блядь, точно мне не хватало. Да вы серьезно, нахуй?
Пиздец. Вот отстой нахуй, а? Ну серьезно. Пиздец, блядь. Ну вообще жопа. Ну ты ёбни ты разок-то ее. Наконец-то она подохла. Мы с ней дрались из-за голубого эликсира. Ебануться. А муха... А нет, муха все нормально. 20 хилов на нее улетело просто как с куста. Ёбнутая женщина. Но жира у нее просто до одури. И мало урона наносишь, вот в чем проблема. Ладно. На том спасибо. Запинали как-то. Пошли 5 хилы фармить. Надеюсь, что она больше не появится, потому что, ну, не знаю, такой как бы моб будет, если все время воскресать, то, блядь, просто, ну, все, можно сворачивать игру нахуй. Давайте хилов мне. 10 тысяч миллионов. В принципе, без фарма можно и как обойтись. Просто за отголоски крови покупать хилы, да и все. Ну, такой, наверное, вариант больше подходит, когда ты уже прокачан полностью. Блестящие монеты. Ну, что ты замудила? Какой-то нищий чувак. Может, этого будут? Хоть один. Шли мне есть. Ну и вот, наверное, один. Нет, нихера. Рандомно выдают лечилки. Ну, небольшой рандом. Я думаю, вероятность 50 на 50. Вот именно вот в этой локации. Дед тоже пустой. Ну чё, двое из ларца. Кто первый? Ну давай. Цыпа, цыпа, цыпа. Блять, рано. Ну ладно. Так, у нас за забег получается сколько? 11? Нет, 13. 13 фляжек в лучшем случае. Стой, дедуля. Я про тебя не забыл. Сейчас пару раз бегаю, глядишь, можно еще и левел будет поднять. Хотя... чуть-чуть не хватит. Кстати, первый раз он так меня грызет. Такой анимации еще не видел. Обычно они меня... Да ладно, осколок кровавика. Давненько эти ребята не выдавали ничего подобного. Да, 12, получается, 12 фляжек за один забег выходит. Турурурум. Я думаю, может руны правда снять, чтобы эту бумагу можно было использовать. Или пока так.
Кстати, в таинственном лесу я собрал один большой кусок кровавика. Надо еще два, чтобы пушку на +7 хотя бы. Какой, интересно, максимальный уровень? В Dark Souls, по-моему, максимальный был 10. В Elden Ring тоже 10 максимальный. Наверное, тоже, по логике вещей, тоже 10 плюс и все. Опа, и двоих сразу. А чё ты не спарировался? Мужик, ты меня не огорчай. Ой, с этого тоже. Да ладно, игра расщедрилась прям. Друг друга ударили. Давай, мужик. Беги. Чё, только факелом? Да ладно, вдвоем. Давай вдвоем. Без разницы вообще. Так, ну и к оборотням, короче говоря, еще пробежаться. Этого вам не хватит. Давай пульки тоже возьмем. Оп. Ну зато где-то хотя бы стабильно 4 патрона падает. Старая гвардия стабильна как никогда. Три пузыря. И тут 5 осколок кровавика. Что-то он второй оборотень перестал тоже 3 фляги выдавать. С него что-то начали одни осколки падать. Не знаю, что за рандом такой. Зритель. Ладно. Поскакали. Бюргенверст. По-любому это большое здание. О, кукла опять пропала. Подожди-ка. Она, наверное, дальше где-то тусит. Давай-ка мы, наверное, вот что сделаем. Мы продадим шмотки. Вот эти вот. Все равно их носить не буду. Вот так. Потом мы... блин, я не знаю, сколько мне для уровня надо. Пошли куклы искать. Дед куклу не видал? Где эта шмара? Ну, как раз даже хлопать ничего не надо. Хватает. ХП тоже до полтинника качаю. Потом на ловкость перехожу. Не то. Я смотрю, ловкость что-то как-то странно поднимает этот, как вот, то правую руку, то левую руку. Не знаю, стоит ли вообще выносливость еще качать? Или этого хватит? Так, проверяем. Барышня у нас, надеюсь, больше нападать не будет. Зависит от скилла оружия.
Ну, у меня вот эта пуха... Че, ловкость, да, этот. Сила, да, ловкость. По-моему, 90% пушек в Bloodborne ловкость и сила. Так, тут что? Менсиса Дамиана можно призвать. Для чего? Видимо, для битвы с боссом. Когда красная луна висит низко, грань между человеком и чудовищем размывается, и когда снизойдет великий, в чреве появится дитя. Кстати, а почему, интересно, после убийства викария Амелия у меня луна до сих пор горит белым цветом? По идее, она должна вроде как красным загореться. Заперто. Да, вот с этой теткой лучше вообще здесь вот наверху не драться. Тут попробуй, блин, попрыгай от нее. Студенческая униформа. Протодеем. Да, вот здесь, если начнешь с ней биться, тебе хана. Ладно, пошли наверх. Призывать я пока никого не буду. Ощущение, что вот здесь у нас босс какой-то будет. Что-то я такое припоминаю. Тихо. Еще выше можно. Ключ от Лунария. А это случайно не оттуда ключик-то? Идем проверим. Да. А, вот у нас тут, как, короче, и находится тот самый Ром. Ладно. Понятно, почему тут призыв есть. То, что у нас Ром уже много пауков выпускает. Давай сейчас тут проверим просто, что можно взять. Погнали на Рома. Сначала так его потраим. Если уж совсем ничего получаться не будет, тогда можно будет призывать помощника. Но я думаю, надо самому стараться справиться. Ёпт. Покуха. Ну давай, иди сюда. Вот уёбок. О. Как обычно. Мудацкие мухи. Хотел на нее вообще с ударом упасть. По-моему, получилось один раз. Тут никаких механизмов крутить, вертеть, ничего не надо. Ладно. Старокайна фантома. Для чего? Надел? А, наделяет оружие тайной силой. Чтобы его использовать, как раз нужно тайны плюс 15. Но, видимо, какая-то плюшка определенная для определенного оружия. Как раз у нас этот меч Людвига, он тайный сколько-то там. Ну, скелится, короче, от тайны. Ладно, пойдем с дедом разговаривать. О бытие. Или перекурчик. Давай, наверное, перекурчик сходим. Потом будем запускать босса. Пусть он тут пока покачается. Воздухом подышать хоть. Ладно, сейчас я подойду.
Полетели к пауку. Да я понял, что мне туда. Что скажешь-то хорошего? Понятно. Дед ёбу дал, только палкой тычет. Ехал. Надеюсь, мне 19 хилов хватит. Тихо, 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 тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, пауки окружают. Я думаю, их не обязательно прям всех лупить. Все, он исчез куда-то. Где он? Все, вижу. У него атака какая-то появилась. Ни хрена мне прилетело. Круто. Короче, когда он хвост свой задирает, атака его на площадь идет, блядь. Тихо, тихо, тихо. Все, я меня замочил. Ну, примерно как-то так его, наверное, и надо мочить. Просто пока всех пауков перебьешь, тут, наверное, сдохнуть можно. Ту-ту-ту-ту-ту. Тихо. В принципе, я что-то подумал, то что тут, по идее-то, без разницы, как бежать. Хочешь так, хочешь так. Бля, у меня 13 хилов. Призвать. Пусть он на себя отвлекает пауков, а мы будем паукам от большого мочить. Надо было побольше. Мне, наверное, хилок не хватит. Че ты идешь, нет? Ну и ладно. Нахрен тогда этот призыв нужен, если он не работает. А этот уже с пауками. О! Дружище у нас подключился. Я одного паука замочил. Ура! Тихо, лечимся. Да, исчез.
Ждем. Все, я вижу его. Ай-яй-яй-яй. Хилок мало. Чувствую, мне не хватит. Ай, блядь, это ж точно, это же удар на площадь. Теперь... Блядь. Не выбраться из этой каши просто. В принципе, можно ждать какое-то время, пока эти пауки от него отползут в твою сторону. И потом уже бежать. Прям через них. Блять, хилов мало. Шли опять хилы фармить. Отстой. Подожди, а у меня в сундуке их нету случайно? Они же не складываются. Пулей тут до хрена. Всего остального нет. Нужного ничего нет. Тут большой мост. Странная фигня с этими боссами, кстати, что в Dark Souls, что здесь, когда ты к ним бежишь первый раз, ты сносишь им больше. Бежишь в повторные разы, сносишь гораздо меньше им. Как будто босс, знаешь, злее становится. Да ёпта. Ну, чё ж так с монетами-то всего? Нужны мне эти монеты 10 тысяч лет. Этот мужик все равно агрится. Я думал, вот так можно все время пробегать. Даже по стеночке все равно он тебя видит и бежит к тебе. Ну, это подстава, чтобы ты сюда так просто не забирался. Слушай, 2 раза не спарировал его. Что за хрень? Так, ну и как раз 2 оборотня, и можно дальше на паука бежать. Пули не пригодятся все равно. 100, кстати, есть куда озарение потратить. Я будем помощника призывать, чтобы на себя пауков огрел. Я бы не сказал, что он прям хорошо помогает. О, пузырьки. Ладно, 19 штук мне хватит. Ну, просто я не вижу смысла еще раз сюда возвращаться из-за одной бутылки. Так, значит, у нас паук, когда поднимает хвост, значит, он лупит на площадь. Когда просто, по-моему, башку он поднимает, значит, будет шмалять сейчас своими этими ракетами, короче. Блять, не туда.
Ладно, похер, давай добежим. Все равно тут недалеко. Хрена он оттуда аж за мной бежал. Да, мухи, короче, в этой локации, по-моему... Ну, это единственные мобы, но они, по-моему, самые ебанутые. Ну, их хотя бы немного. Ладно, давай. Давай без призыва. Дедуля, здоров. Так, ну давайте, пауки, ползите. Попробуем теорию. Угу. Они разделились на две части. Подожди, а что если, допустим, их вот прям лупить по очереди? Это, конечно, много времени займет. Но безопаснее будет. Сейчас посмотрим. Как они быстро подыхают на третий удар. Так, давай. Все, можно спокойно к пауку поэтому подходить. Хуя он мне не сделает. Так, где он? Угу. Вижу всю пиздобратья. Теперь их в 2 раза больше. Теперь, короче, прям наблюдаем за ним. Чего делать не очень удобно. Пауков желательно тоже опять всех носить, блядь. О, тихо. Мне подарили одно хп. О, я не вижу. Я не вижу, чем там паук занимается большой. В этом проблема. Спокойствие. Да, так, по-моему, хоть и дольше, но все равно более надежно его убивать. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Прыгаем между пауками. Короче, пока ты их лупишь, тебе рядом этот, как он, паук атакует. Подойти он к себе не даст. Я уже не побегу 2-й раз.
Что получается, у паука у нас 3 фазы будет по-любому. Он трижды будет исчезать и призывать пауков. Ну, а пока без призыва обойдусь. Нет, мне не ночь, мне завтра с утра. Так, ну что там, кто нападает? Первая пачка пауков херня как бы. Самый смелый. Следующий. Тихо, я того видел. Блять. Они еще и так, оказывается, умеют. Я понял. Ну, дотянись ты до него. Ты сдохнешь, нет? Уёбок. Тихо, тихо, блять, пол здоровья снес. Вот курва. Что-то я на этих пауках много потратился. Походу я не жилец. Ну-ка, Аврыла мы больше ему дамажим. По-моему, однохуйственно вообще. У меня, походу, рожа крепче, чем туловка. Такое. Давай, следующую пачку. О. Первая жертва отбежала от всех. Блять, он обратно возвращается к толпе. Да ёбаные метеориты. Лечиться вообще не успеваешь просто. Ну-ка, оп. Отбегаем. Как говорится, разделяя власть. Блять, ну только остановился на чуть-чуть, твою мать. Хотя пиздец, мне хилов не хватит, придется опять фармить. Редко к нам заходишь, но если у тебя тупо времени нет, что ты должен теперь не спать, я не знаю, не жрать. Не знаю, на работу не ходить, лишь бы сидеть на стримах чужих. Я вот, допустим, времени свободного практически нету, и у меня не получается на чужих стримах присутствовать.
Потом в записи бывает, смотрю, когда, знаешь, там, допустим, не могу уснуть долго и так чисто для фона включаю, чтобы заснуть. Тогда да. А так, тупо нет времени. Хорошо, когда ты, допустим, знаешь, на работу не ходишь. Пишешь часа по 4. Все остальное время ты за компом торчишь. Тогда да. С него... Вот, не знаю, стоит ли вообще вот этих уродов убивать? Очень редко с них падает что-то. Стандарт этот чувак. Бежит сюда. Ничего не сделаешь. Я сиганул как обезьяна. Кстати, по-моему, такой тоже атаки я не видал. Что-то хуйня с парированием. У этих же чуваков жирных, у них же, блядь, окошко парирования, я не знаю, с дом размером. Чё там, я слушал на стримах их мой адрес такой гнев, мол, ты смеешь так редко бывать на наших стримах, мы ведь на тебя подписаны. Да, блядь, господи, просто скажи, чтобы отписывались, да и все. Плюс минус один человек, это, знаешь, погоды вообще никакой, блядь, не сделает. Особенно если этот человек, как бы, знаешь... Не хуй ты человек, короче говоря. Не, я всегда, когда какие-то такие вот ребята попадаются, я всегда как бы говорю то, что я вас не держу. Хотите, подписывайтесь, хотите, подписывайтесь. У нас страна свободная. Плюс-минус один человек, как бы, ну... Я вот там изогнула все. Так, еще придется разок прям сюда же сбегать до ворон. Так вот, да, сильно важными бывает себя там. Вот, блядь, я стримлю нахуй там по 12 часов в день, да хоть по 36 в сутки. До пизды вообще. Сейчас этих стримеров как собак нерезанных. Просто если человек сел и сидит, играет в игру, он думает то, что он пиздец какой ебический контент делает. Я вот лобаю так чисто для себя, как бы, да с людьми пообщаться. Чтобы нахуй не бухать ежедневно. Потому что это дело такое. Так, может быть, или впрок, блин, еще. Давай еще, наверное. Вот прям до этих вот. Добежим до оборотней. Еще 6 от голов. Ой, 6 пузырьков бахнут. А, ты еще живой. Сюда и сюда. Хер знает, попробовать, может призвать этого чувака. Или самому попробовать. Надо как-то по чуть-чуть этих пауков сносить. Пока уворачиваешься. Ну, типа,
Остановился на секунду, 2 удара, все, давай дальше прыгать. Потому что, ну, как в принципе и все боссы в игре, у тебя окошко не больше, чем на 2, ну, на 2 удара мечом. Поменяй самоцветы на физуху. Тебе нужен молниевый урон. Они у меня есть вообще, интересно? Наверняка эти самоцветы давали, пока я сюда шел. Просто я это не видел. Пойдем проверим. Я просто о том, что насколько будет эффективно у меня это оружие, блядь, сносить. Есть ли резон вообще? Хуя мне. Пушечка подзатупилась. Так. По-моему, хуешки, у меня вообще на молниевую атаку ни одного самоцвета нет. Нету. Тогда надо ставить какой-то самоцвет, который у нас будет... Ну это я понял. А какой тогда самоцвет? Нужно какой-то самоцвет такой выбрать, который у нас идет без огненной атаки. Блять, так они тут все с огненной атакой. Я не понимаю. Тайная, физическая. Ну давай. Проверяем. Все равно я не могу мазать пушку. Или это здесь просто не работает? Не, походу надо все самоцветы, которые с дополнительным уроном, все самоцветы снимать. Походу дело в самоцветах. А молниевую бумагу я тут даже купить не могу. Вот отстой. Только огненную. Пиздос. Так, а пушка-то у нас что? Ну, скалируется от тайны так-то. Молниевое за озарение. Ну, у меня всего 6 единиц. Тут либо пацана призывать, либо, короче, 6 бумаг этих купить, но не факт, что они вообще рабочие. Тут надо, по-моему, вообще все самоцветы как-то снимать, и потом уже, если вообще это возможно сделать. Хуй там не мажется пушка. Все самоцветы надо снимать, короче. Хотя, ну да, снимать. У меня они все на огненную атаку. Как ни крути. Так что... С молниями штука вообще не прокатит. Надо снимать только те, что меняют урон.
Так вот, они у меня все меняют урон. У них там у всех плюс или минус, там так или иначе, там в доп. Атаке идет молния, ой, огонь. Блять, хуй куколки ебаные уже снесли у меня. ППшечки. Ёпта, ты добьешься, нет? Ну чё? Кто из вас? Вот они все вместе держатся. Поэтому... Хотя... Пусть они там ползают. Они же далеко от него ушли. Пока это они до меня доберутся. О. Да, блядь, ты дотянешься? Сучара. Ладно. Лупим босса. Еще на 800. На 800 так ему урона херанул. Но вот эти пауки до меня явно не добегут. Теперь надо также как-то их отводить от меня. Хуй знает. Да, блядь, ну не туда ты прыгаешь вообще, дружище. Пойдем ему по пузику надаем. Раз, два, три. Валим, 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 блядь, отсюда. Твою мать. Я запнулся в паука, походу, и, блядь, и пиздец. Я не смог отпрыгнуть. Но теперь, кстати, по-моему, атака ни хрена не огненная. Но все равно пушку мне не намазать. Я могу тростик, кстати, мазать. Ну-ка, давай попробуем. Это работает. Просто для эксперимента. Хоть она у меня и не прокачанная вовсе. Я с такой пухой очень долго буду ковырять паука. Да, отличный, блядь, урон. Просто с копыт. Я даже бумагу тратить не буду на это говно. Не знаю, может быть, если я ее заточу там на плюс 6, может быть, хоть как-то я буду снимать. Пока не вижу смысла. Так, надо, чтобы побольше пауков приползло куда-то
В мою сторону, что ли? Дамиан там пиздячек получает. Ну-ка давай. Нет. Мы не на него поползем. Мы сразу же будем большого мудохать. Ну ёб твою мать. Они окружают и тут же напихивают тебе урон. Слушай, ну Диман как-то подснес половину паукам КПхи. Нихуя, вдвоем сразу мне на голову приземлились. Что он с ними делает? Какие-то штучки начинают летать, огоньки. Так, ну давай, где эта курва? Раз уж от него... Нет, ни хрена. Диман чуть не отъехал. Что-то урон у Димана какой-то вообще ни о чем. Все, Диман подох. Я это слышал. Все, бежимте, бежимте. Ну и чё, кто ко мне-то подойдет? Что-то они как-то вокруг да около тусят. Вон там вот есть окошко. Сейчас попробуем обойти его. Да, хуй там вся толпа ко мне бежит. Слушай, а эти прям надежно его кольцуют. Да. Только ты на секунду хотя бы, блядь, останавливаешься, он начинает в тебя шмалять этим говном. Тут чисто на удачу как-то. Пиздец. Вообще ни разу по нему не попал. Думал, хоть с разбега эту курву задамажить. И раз-два. Нихуя не видно. Все, я понял. Ай-яй-яй, валим, 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 блядь. Чё-то пока идей никаких, как его лупить надо. Так к нему не дают пауки подобраться. Кстати, очень похожий босс в Elden Ring был. Магичка такая. С ней тоже много всякой мелочи бегало. А потом она тебя бьет всякими магическими своими штучками. Так, ну давай. Да что ты? Короче, голова, по-моему, у этих пауков самая крепкая часть.
Ага, эти подползают к нему, закрывая его с собой. Хитро. Давай побьем его, что ли. Мне показалось, или у него здоровье появилось? Бля, очень мало я у него снес. Маловато. Ох. Ну, быстрее ты убивай их. Падла. Блять, они просто меня загрызли. Твою мать. Я хер знает, как от них вообще уворачиваться можно. Причем босс-то по-любому самый элементарный. Он даже проще, наверное, этих теней Ернама. Просто, наверное, долгий. Ну и к тому же надо как таком привыкнуть. Че, насколько я понимаю, если ты призываешь помощника, то босс становится в 2 раза сильнее. Ну чё, кто? Вот этот будет первый. Бля, урона уже впитал. Так, где он? Вот это падла. Так, эти, получается, ко мне не бегут. Как и те, в принципе. Походу они объединяются. Пиздец. О, добивай ты его. Блядь, нихера я не добил. Да. Окошко у тебя ровно появляется на 2 удара. К какому хочешь пауку. А бить ты их будешь ровно, блядь, неделю. Жопа.
А, пизда, у меня уже хилов нету. Отстой. Долго. Ай-яй-яй-яй-яй. Капец, тут хилы улетают, конечно. Слушай, я успеваю вроде как и 3 удара сделать. На. Если ты еще и сбоку у тебя какая-нибудь падла не прилетит, может повезет и 3 удара сделать. Иди-ка сюда. Ах ты гнида. Блять, он прям на меня прыгнул и все, сразу же ваншот. Ништяк, чё? Ладно, все равно хилы фармить. Давай попробуем снять. Снять самоцветы. Чтобы пушка заработала на молнию. Очки здоровья, хорошо. Подожди, это руны. И вот это надо. Угу. Если ты вставил самоцвет, ты его больше не вытащишь. У тебя ячейка занята, делай, что хочешь. Добавление медленного отравления, физическая атака, тайная атака. Ну давай, допустим, так. Все равно не работает. Что за хрень-то, я не понимаю. Физическое медленное отравление. Все равно не работает. Как так-то, я не понимаю. Какая-то дичь, я не знаю почему, но у меня молнию не могу. Да без разницы, какой самоцвет ты ставишь, у тебя молния не пашет. Там самоцветов 20, и я не знаю, если только все продавать, короче, либо комбинации пробовать разных самоцветов, чтобы хоть как-то это говно заработало. Да, молнии не пашет. Что за херня вообще? Подожди, а огненный если поставить?
И огненная не работает. Что за дичь вообще? Да отъебись ты от меня уже. Очень странно. Попробую в ящик выложить все самоцветы. Прям без них идти. Вот, что-то выпало. Пульки. Нужно не 300 лет. По идее, с молниевой бумагой паук так или иначе все равно попадется, ну, будет вылезать дважды. Значит, дважды он будет призывать толпу. Но как-то либо надо быстро эту толпу мочить. Ну, с первой половиной как бы особо вопросов не возникает. Но когда их больше, чем это, ну, когда вторая фаза у тебя фактически идет, их там очень дохрена. Ты просто не успеваешь. Так. Самоцветы. Блин, ну почему я не могу их снять? О. Все, давай без них. Ладно. А теперь бумага работает. Ой. Так. А молниевую не купить. Может, она тут продается? Нет. Тоже нет. Нет. Молниевые бумаги не приобрести нигде. Прикольно. У меня типа есть 4 попытки. Ну, хотя бы один раз я испробую ее. Наверное, и пацана призовем. Один раз ее испробовать, посмотреть, как она вообще действует. Насколько сильно у меня будет урон наноситься. Ну, так или иначе, все равно 2 фазы надо будет его выносить.
Ну что ж ты? Не выпало ни хрена. Ладно, давай туда. По-любому уже действие этой бумаги еще заканчивается, поэтому надо очень быстро как-то сносить этого паука. Часто такое бывает, то что как засядешь на каком-нибудь боссе и все, и погнали его траить бесконечно просто. Хотя босс, по идее, элементарный. Что-то не получается. Давай мы там Гаврика призываем. Ну, давай. Здрасте. Он с трости, что ли? Кстати, у него, похоже, вроде как магические в основном атаки. Постоянно они вот его прям окружили и все, и уходят вокруг него. Вот уроды. Подходим. Но немногим больше. Так примерно на полтинник. А кто? Почему я урон получаю? А и помощник мой не прибежал вообще. Замечательно. Где помощника, хрен его знает. Главное, озарение у меня забрали, а помощника мне не дали. Круто. О, прыгай. Блять, сколько их тут, а? Вообще он ничего не дает сделать. Тебе либо прыгать надо, либо хилиться. Только хрен его знает, на какое ближайшее расстояние можно его держать, чтобы он тебя не тронул. Главное, пауки-то тоже близко не подходят к тебе. Они прямо вокруг его, они его окружают и ходят спокойно вокруг, ну, вместе с ним. Не знаю, давай его призовем, все равно он особо погоду не сделает. Единственное, может быть, поможет чем-то отвлечь. Ну, такое. Короче, разницы никакой, эти самоцветы, либо молниевая бумага. Просто чуть-чуть побольше сносишь.
Где-то на 50. Ну и чё? Опять без помощника, отлично. Короче, я больше не буду его призывать, все равно мне его не дает, я только озарение трачу. Бля, бьешь, главное, бьешь одного, тебя тут же второй прилетает и тычет куда-нибудь в бок. Но разделить их никак. Вот они, если только случайно как-то отойдут от общей толпы. Но это только случайно произойдет. О, помощника я вижу. Он только что сообразил прийти. Добил паука. Молодец какой. Ладно, давай эту. О. О, почему он не исчез? Что случилось? Он почему-то не исчез, босс. Это странно. Ладно, давай лупить его так, как есть. Чё за бред? Почему босс второй раз не исчез? Он странно, как-то он не перешел во вторую фазу. Холодная кровь сородичей. До свидания, плюшевый мишка. Ура! Мне туда надо, к этому силуэту. Ну это странный глюк, почему босс не перешел во вторую фазу, а остался в первой и ничего не делал, даже пауков не призвал. Теперь у нас, получается, будет кровавая луна. Если это так, тогда в описании в интернете неверно написано. Просто в интернете написано, что после убийства викария Амелия у нас становится луна кровавой. Тут почему-то, видимо, после Рома. Не знаю. Ладно, сейчас пойдем клинки добывать. Секрет ритуала раскрыт. Ищи дитя кошмара. Ладно. Я не знаю, в какую мне сторону. Ой, здрасте. Покуха. Да ё-моё. Блять, вы уберете эту надпись сраную? Все, удрал. Так. Сейчас надо на площадь.
Сейчас надо на площади, там у нас валяется NPC, которая дает квест. Ну как квест? Мы его будем завершать. Сейчас проверю только. Уже особо, я смотрю, никто не ходит. Да, вот она лежит. Побежали вперед. Мне нужны осколки. Ой, лечилки, короче. Заодно уровень можно себе поднять. Вот это вот охотница на охотников, которая вот здесь стояла, теперь вот там лежит, где у нас викария Амелия была. Ты что скажешь? А вот ты где? Ты сегодня рано, дорогой. Что-то случилось? Ты можешь мне рассказать? Мама все уладит. У меня есть своя доля несчастий. О боже, бедняжка, ну ты не волнуйся, это поможет тебе забыть. Забыть невзгоды и печали. Раньше она ругалась, кстати, на меня. Покоительная дала. А ты что дашь? Ясно. Ничего полезного. Так, да, сон охотника. Сейчас бахнем какие-нибудь, хотя нет, мы ничего лопать не будем, никакие бутылки с кровью. Мы сейчас фармим немножко этих лечилок. Пофармим лечилок и потом поднимем уровень. И потом можно идти туда, где у нас тетка лежит. Кстати, по идее, враги должны стать сильнее. После того, как зашла, типа, кровавая луна. Вот проверим. Не знаю, пока то же самое вроде. Че он говорит там? Пиздец, финиш? Не знаю, пока вроде все так же убиваются. И за них, в принципе, дают то же самое. Что-то дали. Зурек, наверное. А. 2 даже. Аттракцион небывалой щедрости. Давай, дружище, выбегай. Ай, ну что ты? Короче, ладно, я так забью. Что-то сегодня такое себе спарирование. Наверное, как обычно, не очень. Так. В принципе, все, что надо, я собрал. Можно теперь спокойно идти левел поднять. Оставить самоцветы. Какие-нибудь, все равно это молнией не пользуюсь. Ну, идти пробовать убить того самого охотника, который тоже непрост. Чтобы получить клинки.
давай, давай, давай. Very well, let me stand Farewell, good hunter. Так, сначала нужно все... Отмена. Давай мы сейчас все сначала заберем. Потому что я не знаю, какой из них больше всех не подойдет. Будем по факту смотреть. Все. Теперь ставим. Давай, ну так поставим. Или так лучше. Ну, кстати, вот с таким раскладом у меня молнии работают. Наконец-то я нашел подходящую комбинацию самоцветов. Так, что? Главный собор. Я, наверное, туда портироваться не смогу, да. Потому что там у нас сидит этот товарищ. Это соборный округ. Знать бы еще его атаки. Но я видел то, что его на ступеньках убивают, как-то парированием тоже. Сейчас попробуем. Думаю, вряд ли получится просто налететь его и забить. Так просто он не сдастся. Ну, в принципе, мне кроме их лечилок терять-то нечего. Будем пробовать. Но, блядь, не вижу уже ни хрена. Стали посередине прям. Да твою мать. Так, давай. Да, заканчиваем квест. О, это снова ты. Боюсь, я совершила небольшую оплошность. Я немного передохнул. А, не волнуйся, у меня есть кровь. Достаточно для спасения старой женщины. Никаких больше снов. Это мой последний шанс. Ну и глупая я. Придется идти осторожно. Но эта тварь затаилась и ждет. Уходи, это мой счет. Она дала мне жест. Моя добыча сидит в засаде в той стороне. Уходи, это мой счет. Все, она повторяется. Ладно. Кстати, она сказала, ни в какой стране. Ну, как бы она не объяснила, где именно. В той стороне. Давай. О! С 2 ударов он меня убил. Хорошо, хоть я не стал лечилки пользовать. Патронов, в принципе, много. Давай-ка попробуем его прям парировать все время. Потому что он, скорее всего, жира у него полно. И на парирование только он будет адекватно сносить ему здоровье. Да?
Еще попробуем вот таким образом пробежать сюда. Вроде более безопасно. Ну да, вполне нормально. Ну-ка, тетка новая что-нибудь говорит? Понятно. Так, убивает он с 2 ударов. Ну-ка, иди сюда. Давай с ним, наверное, не тут драться. Мы его подождем. На ступеньках. Как делают грамотные люди. Оп, иди-ка сюда. Вот так вот. О, как жира-то у нас. Он еще и хиляется. Ваншот. Да. Интересный дядька. Очень интересно. Ну, прикольный, кстати. Ну, сейчас его... Не знаю, стоит ли вообще его на парирование ловить. Может, так получится его зарубить. Крутиться надо, крутиться вокруг него. Но и, кстати, больше шансов, по-моему, когда ты лупишься с ним прям на ступеньках. Он как-то немножко странно себя ведет. Может, коктейльчиками в него покидать чуть-чуть. Вдруг поможет. Вот прям пока он бежит ко мне. Ну-ка, иди сюда. Понятно. Крутая пушка у него, я скажу. Пол здоровья сбривает вообще на раз. Ну, цель его не поймать. Ну-ка, стой. А вдруг бэкстеп получится? Типа того. Ну, конечно, он отлечится. Вот только сколько у него лечилок, это большой вопрос. Где, если он... Да ёб твою мать. Сколько лечилок у тебя, дружище? Блять. Я зачем-то свои тоже использую. Ощущение, что у нее не лечилки. Что-то другое. Так, когда я внизу, мне больше нравится. Да. Парировать его гораздо проще. Держим здоровье прям на максимум всегда. Бля, он резкий, конечно, как понос. Но убить можно. Надеюсь, у него хилы не бесконечные. Так, дружище, успокойся.
А, зачем 2 раза стрелял? Не попал. А! Вот падла. Не, на него по максималке надо хилов с собой тащить. Потому что битва может затянуться. Но тут, короче говоря, его парируешь чисто на удачу. Просто он, в принципе, он всегда пытается тебя атаковать. Блин, или так оставить хилки. Давай попробуем с таким количеством сходить. Совсем, наверное, больше десятки, короче говоря. Мы к нему не потащим. Вот. В общем, надо это какого. Прям на ступеньках. Он хорошо парируется, потому что он постоянно атакует. Просто главное попасть в этот момент. Тайминг, тайминг. Он быстрее меня бегает, походу. Вот что он такое себе бафает? Урон какой-то дополнительный или что? Или жизни? Вот. Добиваем пару ударов. Раз, два, 3, 4 даже. Где-то 3 точно влезает. Почти. Давай, старина. Так, давай-ка на ступеньки. Ты мне на ступеньках больше нравишься. Повыше даже лучше подобраться. Все, спускаемся. Нормально. О! Переборщил. Позади еще. Но я у него половинку-то точно большую снес. Ладно, давай сейчас перерыв, короче, сделаем. Что-то мне от этих парирований в глазах рябит. А вот, сейчас перерыв, короче, 3 минуты. И продолжим его еще троить дальше. Сейчас я подойду.
этого мужика закреплять. Здесь мне 13 аптечек хватит. Ладно. Что-то он там себе настакивает по-любому. Какие-то себе полезные вещи. Ну давай, атаковать-то будешь? Сразу же себе катану сделал. Ну. Пол здоровья. Ну, давай. Одновременно друг друга стрельнули. Падла. Перебор. То есть пока он бежит до меня, может быть он себе вот эти хилки сразу же вкалывает. Потому что я сейчас не видел, чтобы у него здоровье прибавлялось. Сейчас, кстати, вообще его ни разу не получилось на парировании поймать. Отстой. Попробуем помазать огненную бумагу. А вдруг? Кость старого охотника использует. И что она дает? У меня тоже такие, кстати, есть. Тихо, перебор. Да ёпа мать, не уйти. Ну, наконец. Вот гнида. Злой дядька. Хер его знает, когда он атаковать собирается. Давай. Все, не жадничаем, блядь, тихо. Аккуратненько себя ведем. Ха, я его так вот сбил.
Почти. Блять, нахуй я полез туда. О, полздоровья себе поднял. Пиздюк. Ну давай. Да ладно. Вообще удар не прошел. Ну. Ну, чуть-чуть осталось-то. Тихо, тихо, тихо. Главное не жадничать. Последняя хилка осталась. Давай, утырок. Блять. Там осталось-то ему чуть-чуть добить. Ну чё ты, блядь? Ну, я просто промахнулся. Пошли хилы восстанавливать. Что делать? Хоть патроны фармить не надо, и то спасибо. Так. А, скакал-то. Грызет. Раз кровавик нужен, а мне 1000 лет вообще. Хотя чуваки падают, мне такое ощущение слышится, то что он орет, блин, пиздец, финиш. Давай, иди сюда. Давай. Оп. Да ладно. Че, угораете? Ладно, все равно второй раз бежать. Десяточка. Стой. Ну, зато дедушка у нас стабилен. Сейчас еще разок сбегать. И нормально. Можно и 5 идти трайдить этого чувака. Надеюсь, у меня сегодня получится его пройти.
Если нет, тогда вне стрима буду его закреплять. Что делать? Не знаю, сколько он у меня времени займет. Все равно босс не обязательный, так что это даже не босс, по идее. Тут чисто на удачу. Получится выстрелить, тогда ты его ударяешь. Не получится, ну вдруг он решит отпрыгнуть в этот момент, тогда все. Но заглюченный паук Ром, конечно, это, блин, что-то с чем-то. Давай, мужик, ну. Да, так и отъехать можно было. Давай хоть похилимся. Друг друга ударили. В принципе, за один забег сколько ты набираешь хилов, у тебя еще хватает отголосков, чтобы пополнить, ну, в смысле, докупить их еще в магазине. Так-то. На 5 штук точно хватает. Ну давай, быстрее, беги уже. Так. Этих ребят уже лучше все-таки парировать. Кстати, 930 за удар у меня уже получается. 4 пузырька. И тут еще 2. Ями. Стой, дед. Из деда 4 штучки. А, блин, не знаю. Ладно, побежали, короче. Побежали еще раз попробуем. Даже парочку раз. Этого типа хватает. А вот не знаю, мазать или не мазать огненной бумагой еще сверху. В принципе, хоть как-то, но она все равно побольше урона наносит. Наверное, помажу. В принципе, она недорогая. Будем пробовать. Ты что это? Уснула, что ли? Со мной говорит, что тут не так. Животик, наверное, прихватил. Ладно,
Давай, поехали, мужик. Выходи. А пульки-то у него далеко, кстати, не очень летает. Ну, не очень далеко летает. Он как-то выстрелил и вообще в меня не попал. Что-то он подвис на секунду. Блять, забыл, где находится. Ну давай. Точка. Дважды попал. Ну, давай, 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 давай. Вообще не вовремя. Короче, как-то так ему нашмалял сверху. Пошел ты в жопу. Ну давай. А чё парирование-то не проходит, сука? Зато у него проходит все в порядке. Вот мудак. «17 хилок». Да, я думаю. Главное четко попадать в тайминг и ловить его на ударе. Но, как правило, атакует он постоянно, но ты не всегда в тему стреляешь отсюда. Попадешь, не попадешь. Хер его знает. По вопрос удачи. О, хорошее начало. А если я? Слушай, а на него вообще, по-моему, коктейль молотов не действует. Да, такое себе вообще. Бесполезняк. Блять, ты лечишься, чтобы он ударил. Вообще его не вижу периодически. Надо же. Хоть один раз попал. Сколько, интересно, раз он может полечиться. Блять. Но попадать он он умеет, это тут точно не отнять. Как ёбнул, аж все здоровье слетело. Круто, чё. Так-то иногда можно на него просто на мужика чисто налететь. На мужика его отмудохать.
Но когда-то лучше все-таки его ловить на парирование. Ну, блядь. Проходит очень редко. Причем иногда в него стреляешь, он такой хоп, пошатнулся с легонца, но парирование не прошло. Очень странный дядька. Давай, иди сюда. У меня тут тоже разные штучки есть. Когда он эту свою кровавую катану достает, наш очко с легонца поджимается. Да, блядь, все не вовремя. Рано, то рано, то поздно. Скорее всего, поздно всегда. Неужели? Хоть цепануло разок. Я понял. Я понял свою ошибку. Ай, пиздец. Не всегда его можно лупить очень много. Пожадничал. Ну, кстати, много хилов, я смотрю, он не требует, по крайней мере. Хотя у него тоже, блядь, отхилы есть. У него здоровье, как у бизона просто. Ты его лупишь и лупишь. Зато его 2 ударов достаточно, чтобы ты подох. А если он тебя спарирует, то и одного. Этот мужик, по-моему, сильнее боссов некоторых. Вот он, в принципе, как баба такой. Который в Бенгенверте на меня напала. Жира у него примерно столько же. Ну. О как хорошо, бля. Парирование не прошло у меня. Точнее, я его вроде как спарировал. Добиваем. Оп, оп, оп. Ай-яй-яй, тихо, тихо, тихо. Не жадничай. Ну, парирование же было, но сколько раз-то тебе надо треснуть? И еще разок поймаю. И вот так вот еще. Гаденыш, а? Давай, 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 давай. Атакуй меня. Ах ты, падла. Когда он успел снести у меня, я не знаю. Блин, у него же не было здоровья. Как оно у него нарисовалось? Думал, в промежутке, пока он не успел отхилиться, взять ему еще напинать.
Плохо. Все, мне хилов не хватит точно. Давай, последний раз, короче, мы набираем хилов до их окончания. Пробуем закреплять этого товарища. Если нет, тогда либо на следующем стриме, либо я вне стрима его замочу. Потом только пушки покажу. Но с него прикольные, в принципе, эти падают. Только я вот даже не знаю, буду ли я ими пользоваться вообще. Этих я уже не буду мутузить. Давай, кто? Вот опять такая же фигня. Парирование срабатывает, то ли ты не дотягиваешься, то ли что-то иначе, ты начинаешь типа удар. Не всегда у тебя засчитывает игра твое парирование, это странно. Все, пузырьками мы затарились. Все равно больше 20-ки пуль не оттащить. Все, можно возвращаться. Ну, вроде как бумаги, ну, когда вот огненной бумагой мажешь, ты немножко побольше ему все-таки урона наносишь. Хотя, может, там кажется, я не знаю, просто когда ты его лупишь, у тебя как бы все цифры сливаются, и там прям не отличишь, на 20 больше ты урона нанес или нет. Так. Короче говоря, не нужно вестись на эту фигню, то что когда у него даже мало здоровья, он все равно тебя отхилит, он сам себя отхилит и добьет тебя в любом случае. Поэтому прям, ну, полоску фактически ему нужно снести 1,5-2, а то и 2 раза. Скорее всего, 1,5. Лечилка у нее одна. Давай, поехали. Давай, 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 на меня. Попал. Вот сколько раз я должен, блядь,
Вообще не попадаю. Гаденыш, а? Ощущения промежутков нету. Ты стреляешь вроде вообще без перерыва. И он тоже бьет без перерыва, но ваши тайминги не совпадают. Он, получается, бьет первый. Ты стреляешь позже. Если первый раз не попал, второй раз нехрен даже жать, пробовать. Ты не попадешь. Ну хотя бы 20 бутылок можно использовать, нам несколько попыток сбегать. Ну там на 3 получается, или на 4 даже. На паука больше уходило, к примеру. Ну и чего? Поздно. Я походу уже подустал, потому что реакция вообще никакая. Ну, и до этого-то не ахти. Тут что-то как-то вообще я у него в атаке не попадаю просто. Я то слишком поздно, то слишком рано. Давай, мужик, поехали. Ну ёпта. Чё ты как этот-то? Давай, подходи. Ну. Блять. Последующая атака, я не знаю вообще. Просто она какая-то молниеносная для меня вообще. Не успеваю. Я просто не успеваю за ним. Очень резко лупит. Самый внушительный урон это только парирование ему можно сделать. Так просто его лупить, ну такое. Должен его парировать, потом пока он лежит, еще максимум 2 удара ты можешь сделать и все. Дальше даже не стоит лезть вообще к нему.
Давай его тут подождем. Все равно придет. Плохо, что у меня этот бумага пропадает. Да куда ты ушел-то, ну? Мы ж дрались вроде. Куда? На ступеньки пошли. Когда он успевает у меня здоровье забрать столько? Неужели? Все, лечимся. Поздно. Сейчас вроде как неплохо была атака, но не прошла почему-то. Тут тупо повезло, походу. Да ёп. Падла, а. Кирдык у меня просто, блин, пистолет сносит вообще половину здоровья твоего. Практически шотающий, чувак. Ну, 2 удара его. Здорово, Степан. А, последний забег. Хорош на сегодня. Ну, короче, пока вот у меня лечилки не кончатся. Не знаю, за сколько у меня. Может быть, даже на 2 трая хватит. Как раз и последняя бумага у меня. Да нормально, только походу я приболел. Как-то я сейчас сижу, херовенько себя чувствую. Может, температура поднимается. Ну да, тут-то ты его спарируешь. У меня тоже всякие бафы есть. Мудила. О, попался. Чуть-чуть. Да. Ну да. Стараюсь сильно не заболевать. Да. Чё, надо думать. Осень. Стандартная херня. По-моему, осенью все болеют. Я, кстати, ни одного хила не израсходовал. Не успел тупо. У меня заебошил гораздо быстрее, чем я пытался хоть что-то вообще сделать. Бля, нас сносит, конечно, он вообще люто. Давай, уёбок, уходи. Ну. Да хуйца ты, по-моему, соснешь. Не попадает он на ступеньках у меня. Ну, так нормально. Блять.
Нахуй второй раз стрельнул. Причем я видел дважды, как он сейчас шатался. Ну что за говно? Я успею. Нет, ни хрена я не успею. Он... У него здоровье-то до хрена, но видишь, он только чисто у нас на парировании ловится. В этом-то и загвоздка. Плюс он тебя тоже парирует во все щели. Прошло парирование. Я себе даже немножко здоровья восстановил. Давай, иди сюда. О, да надо же. Раз, два, три, четыре. Все, валим от него. Сколько парирований подряд. Мне прям везет. Блять, и все. И ваншот. Уебище. А с двумя хилами вообще мне с ним делать нехер. Ладно, надо отдохнуть от этого всего парирования. А то что-то вообще какая-то реакция ни о чем, правда. Не знаю, может быть, вне стрима попробую. У этого моба очень дохрена этот, как его, сильные атаки, и плюс он еще лечится. Да и резкий он тоже, конечно. Короче, непростой у нас моб, не знаю. Попробую вне стрима, если до сих пор, ну, не пройду до следующего стрима, не знаю. Тогда на стриме будем его траить, что делать. Короче, не знаю, как дело пойдет, посмотрим. Ну, явно на сегодня хватит Bloodborne. Он мне что-то подзаебал. Надо отдохнуть. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь там кто-нибудь на канал, там, если хотите. Пишите комментарии. Там. Что еще? Всем удачи. Пока.